Здравствуйте, дорогие мастера по наращиванию ресниц! Меня зовут Епифанова Елена, и я сооснователь учебного центра Sunlook. Сегодня мы с вами разберем одну из самых важных тем для мастеров. Это как правильно приклеивать искусственные ресницы к натуральным. Итак, у нас есть натуральная ресница, есть искусственная ресница. Наша задача приклеить искусственную ресницу к натуральной так, чтобы она хорошо держалась, чтобы она не вызывала никакого дискомфорта у нашего клиента, чтобы она красиво смотрелась. Поэтому сейчас мы рассмотрим основные ошибки, которые допускают мастера, когда начинают наращивать. Одна из ошибок, которая возникает у мастеров, это отслойка искусственной ресницы от натуральной. Бывает нижняя отслойка, бывает верхняя отслойка. Такая проблема в основном возникает у мастеров, когда мастер не может подобрать правильный угол наклона. Для того, чтобы у вас не возникало нижней отслойки, вам нужно пинцетом чуть-чуть наклонить ресницу от себя. Для того, чтобы не возникало верхней отслойки, то наоборот нужно ресницу наклонить на себя. То есть ресница искусственная всегда должна четко стоять на натуральной. Сейчас мы с вами посмотрим, как это делать на модели. Хочу вам показать 3 ресницы, 2 из которых приклеены с ошибкой. Например, вот эта ресница, у нее верхняя отслойка. Вот смотрите, даже сейчас я ее могу легко снять. Вот эта ресница, у нее отслойка снизу. Вот, если тоже зацепить ее пинцетом, то она тоже достаточно легко отклеивается. И ресница, которая правильно стоит, она стоит без отслоек. Для того, чтобы у вас не было отслоек, вам необходимо регулировать угол наклона. Для этого пинцет не надо выворачивать сильно на себя, иначе возникнет тогда отслойка снизу. И не надо ресницу выворачивать от себя, иначе тогда отслойка возникнет сверху. Отрегулируйте правильный угол наклона и только тогда приклеивайте искусственную ресницу к натуральной. Как это делать, сейчас я вам покажу. Отрегулировали угол наклона и приклеили четко сверху натурально. Следующее, на что необходимо обращать внимание, это площадь сцепки. Чем она больше, тем лучше искусственная ресница держится на натуральной. Если же вы будете искусственную ресницу подносить, например, под таким углом, то будет маленькая площадь сцепки. И при любом механическом воздействии вашего клиента на искусственные ресницы, такие ресницы будут отваливаться. Теперь давайте посмотрим на модели. Когда приклеиваете искусственную ресницу к натуральной, старайтесь площадь сцепки делать максимально большой. Она может быть маленькой из-за того, что вы выворачиваете сильно ресницу на себя, из-за этого создается маленькая площадь сцепки. Старайтесь ресницу как бы уложить на натуральную. Если мы приклеим ресницу таким образом, то такая маленькая площадь сцепки не позволит нашему клиенту максимально долго носить искусственные ресницы. Поэтому искусственную ресницу старайтесь приклеить к натуральной так, чтобы площадь сцепки у вас была максимально большая. И именно такие ресницы у вашего клиента будут держаться максимально долго. Также искусственную ресницу необходимо приклеивать на расстояние от века. Это расстояние должно равняться от 0,5 до 1 мм. Если же мы не будем соблюдать это условие и, например, приклеим ресницу в стык, то такие ресницы вызовут дискомфорт. Может возникнуть краснота, шелушение или припухлость век. Ресницы такие ощущаются нашим клиентом. Если мы допускаем другую ошибку, например, слишком далеко приклеиваем натуральную ресницу от искусственной, то такие ресницы слишком быстро теряют форму и начинают у клиента провисать вниз. Давайте посмотрим на модели, как правильно делать отступ. Вот такое расстояние – это максимально правильный отступ от века. Себя вы можете проконтролировать кончиком пинцета. Если как раз кончик пинцета равняется этому расстоянию, то значит вы сделали все верно. Далее с вами разберем, какие техники бывают для приклеивания. Первая техника – это работа в стык. Когда вы набираете капельку клея на искусственную ресницу и просто приклеиваете к натуральной. Такая техника подходит, если у вас пористые ресницы и правильные условия в помещении, так что клей кристаллизуется моментально. Если же вы работаете с большой каплей клея, либо у вас не пористые ресницы, тогда лучше использовать технику скольжения. Для этого вы набираете каплю клея, ставите ресничку чуть пораньше и такими движениями
Распределяйте клей по натуральной реснице. Дальше останавливайтесь на расстоянии от века примерно 0,5 мм, и ваша ресница зафиксирована. Теперь давайте посмотрим, как на модели использовать данные техники. Рассмотрим с вами две техники приклеивания. Первая техника – это встык, когда вы просто опускаете искусственную ресницу на натуральную. Эта техника самая быстрая, но не подходит для ресниц, которые не пористые. Для непористых ресниц вам подойдет другая техника, это техника скольжения. Сейчас я вам ее покажу. И техника скольжения, она предполагает для себя большее количество клея и подходит для ресниц, если они не пористые. Мы ставим с вами ресничку немножечко пораньше и такими скользящими движениями распределяем наш клей по реснице. Также мастера нас часто спрашивают, с какой стороны лучше ставить искусственную ресницу – сверху, сбоку, либо снизу. Мы рекомендуем ставить ресницу всегда сверху. Почему? Когда вы опускаете искусственную ресницу в клей, то клей, так как жидкий, у нас собирается его основное количество именно снизу. Сбоку либо сверху его меньшее количество. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша сцепка была с натуральной ресницей более качественной и долгая, то всегда наращивайте именно сверху. Итак, подведем итог. Как правильно приклеивать искусственную ресницу к натуральной? Нам нужно следить за тем, чтобы у нас не было отслоек. Ресница при этом стояла на правильном расстоянии от века, чтобы площадь соприкосновения у нас была как можно больше. При этом, в зависимости от типа ресниц, использовать правильную технику приклеивания и ставить ресницу по возможности всегда сверху. В следующем видео я хочу вам рассказать о том, как делать пучки для гиперобъемов. Поэтому, если вы хотите данную тему, обязательно напишите в комментарии и поставьте нам лайк. Мы вас ждем в нашей школе в Москве Сан-Лук, либо, если у вас нет возможности приехать к нам, вы можете пройти онлайн-курс «Секрет идеального наращивания». На этом я с вами прощаюсь. С вами была Епифанова Елена. До встречи!